Приветик всем. Привет, привет. Сегодня у нас, я опять забыла, какой день. 18, кажется, да, день у нас сегодня. Да, 18 день интенсива. И сегодняшним эфиром мы с вами завершим третью нашу неделю. И сегодня, в принципе, мы закончим уже вязать все детали. И останется только у нас последняя неделя чисто вот для того, чтобы свитерок собрать и обвязать горловину, то есть уже сделать такие завершающие этапы, которые нам помогут уже видеть свитер, какой он есть. Да, сколько я пропустила, пишет Виктория. Сегодня мы с вами свяжем окат. Я сегодня героически довязала рукав, потому что села его вязать вот буквально там, может, часов, наверное, в 6, может, капельку раньше. И мне нужно было до эфира его довязать. Я довязала, вот он у меня, вот один рукав, и второй у меня довязанный, который я вам показывала уже вчера. Вчера мы с вами начали вязать рукав, как раз у меня была готова резиночка, я продолжила вязание, так, у меня тут куча ниток. И сегодня я его как раз до оката довязала. Вот сейчас мы будем вязать окат. Внимательно перед тем, как вязать окат, проверьте, все ли узорчики у вас правильно лежат, все ли у вас в порядке, чтобы, если что, потом не перевязывать. То есть периодически посматривайте на свой рукав, ну и вообще на любую деталь. Посматривайте на узоры, что, как вы вяжете, чтобы вам не слишком много нужно было распускать, если вдруг вы в конце увидите, что у вас какие-то ошибки. Здоровенькие были, извините, если неправильно написала, но вы меня поняли, надеюсь. Ну, почти правильно. Приветик, Елена. Так, вы все здороваетесь, приветик всем. Ну что, давайте начинать. Как обычно вам говорю, если у вас есть вопросы по поводу вязания этого свитера или вообще там чего-нибудь, расчеты, то, что мы с вами делали в предыдущих эфирах, вы задавайте вопросы, будем с вами вязать и разбирать эти вопросы, потому что, в принципе, тут ничего сложного, но я должна все равно показать, как это вязать, чтобы у нас от начала до конца полностью весь свитер мы прошли. Вот, приветик, Настя. Домашнее задание я постараюсь, может быть, часть проверить после эфира, часть, наверное, завтра проверю. Ну, посмотрю, потому что я вот сейчас смотрю, у меня... У меня 188 сообщений от вас, и мне нужно как-то это все внимательно, вдумчиво, свеженький, отдохнувший вид. Супер, спасибо. Вдумчиво проверите. Я переживаю, что после эфира я не смогу. Как я вам говорила, что я на каком-то моменте уже начинаю понимать, что у меня все внутри смешивается, и мне тяжело концентрироваться, и я могу что-то пропустить, какой-то важный момент. Вот, так что простите. Утром сегодня я проверяла домашнее задание, вечером вот, наверное, только частично. Санек, привет, приветик, привет, Оля. Ну что, давайте тогда начинаем. Давайте начнем вязать окат. Сейчас я камеру поменяю, я тут уже приготовила все свои расчеты, по которым мы с вами будем вязать. Вот мой листочек, мой рукав, который сейчас я буду использовать. И... Ничего сложного тут не будет. Главное показать, объяснить саму систему, как это все происходит, куда смотреть, на что ориентироваться при вязании оката. Так, сейчас я тут постараюсь немножко подправить. Вот, отлично. И вам, ну, почти все видно. Так, хорошо. Сейчас я вот сюда, все правильно, все отлично. Вот мой окат. Так выглядит мой первый рукав. Сейчас вот эту часть мы должны связать. Окат вяжется очень быстро, потому что тут в каждом ряду все меньше, меньше, меньше петель. Саша, окат в 2 раза меньше ненормально. В 2 раза меньше, чем пройма. Смотря сколько сантиметров. Если 7 сантиметров, то нормально, если разница. Это надо, ну, индивидуально смотреть. Давайте начинать. Вот, у меня сейчас будет лицевой ряд идти. Так, это я немножко как-то так поверну. У меня будет сейчас идти лицевой ряд. Ниточка вот у меня от моточка идет. То есть здесь мы ничего, естественно, не отрезаем, потому что были такие вопросы, нужно ли отрезать. Нет, все у нас идет с одной ниточкой, из одного моточка. Давайте будем смотреть на таблицу.
Вот у нас лицевой ряд начала. Мы смотрим, какие у нас убавки в лицевом ряду в начале. Дальше мы доходим до конца ряда, и у нас лицевой ряд конец. Вот у нас лицевой ряд конец. Мы смотрим вторую колонку, что мы будем делать, какие убавки. Когда мы перевернем вязание и начнем вязать изнаночный ряд, вот у нас изнаночный ряд начала. Мы будем смотреть сюда. Дальше мы заканчиваем вязание изнаночного ряда, и вот у нас изнаночный ряд конец. Таким образом, с двумя столбиками мы охватим два края оката. По петлям. Ну да, вообще-то вообще-то не очень. Ну, опять же, смотря какой узор. Если рукав связан каким-то мелким узором, каким-то лицевой типа гладью, сама, основная часть спинка и вперед связаны какими-то оранами, которые очень сильно стягивают, то может быть. Но надо смотреть индивидуально, так тяжело сказать вот сразу. Итак, давайте начнем. Я отмечаю, здесь у меня точками уже отмечено, это я вязала свой первый окат, вот этот. Я буду обводить точки в кружочек. Итак, у нас лицевой ряд начала. Мы убавляем 2 петельки, минус 2. Здесь, помните, я разворачиваю свои петли так, чтобы их можно было вязать за заднюю стенку. Тогда будет наклон влево, будет очень аккуратный, петли не будут скрещенные. Вместе с кромочной мы продолжаем вязать 2 вместе. Провязываем одну петельку, возвращаем назад, как при закрытии, провязываем вторую. Вот мы убавили 2 петельки. Дальше мы вяжем наш узор по рисунку так, как он должен выглядеть. Здесь вы можете, в принципе, не смотреть, что делаю я, потому что у меня свой узор. Главное следить. То есть, если у вас вы еще вяжете по схеме, если вы узоры не запомнили, то также держите при себе схему узора, чтобы не запутаться. И внимательно еще следите на ваш первый окат, если вы вяжете второй, чтобы все было синхронно, чтобы все переплетения были такие же, как в первом окате. Окей, в переписке. Да, давай, наверное, в переписке разберем. Мне сейчас тяжело, въехать, в что происходит. Если у вас есть какие-то вопросы, повторюсь, задавайте, но описывайте проблему свою либо вопрос свой, ну, как-то немножко развернуто, чтобы я понимала, в чем речь, о чем речь, в чем суть. Так, вот я уже дошла до серединки. Еще вопросы были по поводу. Ага, провязала. Еще вопросы были по поводу того, что делать с кромочными. Кромочные мы точно так же убавляем. Они участвуют в убавках, но они не участвуют в расчетах. То есть в итоге в конце у нас останется 2 петельки. Эти 2 петельки кромочные. Я просто сквозь них протягиваю вот эту ниточку. И все. Так, дальше я вяжу, и я приближаюсь к концу лицевого ряда. Сейчас будем смотреть, что у нас там. Здесь, кстати, можно не смотреть, потому что первый ряд лицевой в конце мы не делаем никаких убавок, чтобы начать сразу убавки с изнаночного ряда, чтобы у нас все было точно так же, как с этой стороны, абсолютно одинаково. Если вы здесь что-то убавите, то уже будет не одинаково. 2 петельки мы можем убавить только в начале ряда, поэтому мы их будем убавлять в начале изнаночного ряда. Здесь я довязываю все до конца, переворачиваю. Вот, и у меня будет начало изнаночного ряда. Ищу вот изнаночный ряд начала, минус 2. Здесь я отмечаю кружочком, что я снова убавляю 2 петельки. Здравствуйте, Сашенька, очень красиво. Как научиться вязать такой узор? Я не умею читать схемы. Здравствуйте, у меня есть на YouTube-канале все подробные видео, как вязать эти узоры. Их несколько, посмотрите плейлист узоры, и там вы увидите видео по каждому узору. Там и схема, и я вяжу, и подробно объясняю, что куда переплетать. Так, в изнаночном ряду в начале 2 петельки мы убавляем, закрыв их изнаночными петлями. Я провязываю изнаночную одну, возвращаю петельку на спицу, чуть подтягиваю и вяжу изнаночную вторую. Вот так. И снова дальше вяжу свой узор. Здесь у меня в изнаночном ряду все вяжется по рисунку, поэтому я даже как бы не глядя и не думая ни о чем продолжаю вязать.
Если у вас, девочки, которые участвуют в интенсиве, есть какие-то ко мне вопросы, на которые я не ответила, мы можем сейчас их разобрать, поэтому можете писать, и, может быть, мы вместе со всеми, ну, придумаем какой-то наилучший вариант решения. Так что пишите, если что, чтобы я тоже сильно не молчала, пока я тут вяжу ряды. С каждым рядом у нас будет все меньше петель. Я надеюсь, мы уложимся на время эфира, и свяжем полностью весь окат, потому что с разговорами все-таки вяжется дольше. Так, мы приближаемся к концу изнаночного ряда, и сейчас я посмотрю в таблице, что мне нужно вязать. Так, вот у меня конец, я остановлюсь немножко и смотрю. Изнаночный ряд конец. Вот он у меня, и у меня 2 вместе. Я отмечаю, что мне нужно провязать 2 вместе. В конце я оставляю 2 петельки, помните, я захватываю последнюю петельку правой спицей и левой спицей предпоследнюю петлю ввожу в последнюю, вот так. И все это дело немножко подтягиваю, переворачиваю. Дальше у меня лицевой ряд начала, и дальше спускаюсь вниз, у меня снова минус 2 петельки. Здесь я точно так же разворачиваю свои петли, чтобы мне удобно было вязать с наклоном влево без скрещенных петель, и провязываю 1, возвращаю, провязываю 2. Убавила я 2 петельки, дальше вяжу свой узор. Если вы видите, что часть узора уже ушла в убавки, значит, смотрите, как будет лучше. Вот сейчас мы дойдем до того места, где у нас убавки придутся на косу, и будем смотреть, как же лучше нам этот узор сохранить или как его продолжить. Так, вяжем дальше. Так, спинку вы вязали, я пропустила. Да, вязали на прошлой неделе, по-моему, мы спинку. Все записи эфиров есть на YouTube-канале, так что можете включать, смотреть, вязать с нами. Там полностью целиком они все выложены. Конечно, спинка у нас и вперед уже связаны. Я в эфире вязала только вперед, кажется, или спинку, я уже не помню. Ну, потому что нет смысла одно и то же вязать 2 раза в эфире, правильно? Поэтому я одну деталь, вторая у меня идентичная. Кстати, я ее еще не связала. Мне на выходных нужно будет ее довязать. Саша, если уменьшить пройму там, где без убавок ряды, ведь поможет сравнять с окатом петли края. Ну, можно, конечно, пройму можно убавить, но чтобы не в ущерб, изделию, чтобы не в ущерб красоте и задумке. Потому что лучше окат, как-то, ну, я не знаю, рассчитывать, вписывать в ту пройму, которую вы задумали, чем менять и окат, и пройму. Это будет слишком много всего. Так, вот подхожу я к концу ряда. Это у меня лицевой ряд, и мне нужно посмотреть, что в лицевом ряду в конце. Вот лицевой ряд конец, двигаюсь вверх, и у меня здесь 2 вместе. Я вот отмечаю вторую. Почему у меня тут 2 кружочка? Я думаю, вы понимаете, потому что у меня 2 стороны оката, а они синхронные. Здравствуйте. Окаты вяжем не зеркально, а оба рукава одинаково. Нет, зеркально мы не вяжем, я не вижу в этом смысла. Зачем? Они же одинаковые с 2 сторон. И рукава точно так же одинаковые. Так, 2 вместе. Точно так же захватываю последнюю петельку и предпоследнюю вдеваю в последнюю. Если насчет узора, то есть такие узоры, где ромбы, например, посередине, и ромбы перекрещиваются то в одну сторону, то во вторую. Ну, предположим, можно то так, то так. Тогда можно один рукав в одну сторону переплетать, второй рукав в другую сторону, то есть в зеркальном отражении. Так, изнаночный ряд начала, минус 2, отмечаю. Точно так же провязываю 1 изнаночную и 2 изнаночную, и вяжу дальше, как у меня ложится узор. Если ты это имеешь в виду, то да, здесь у меня абсолютно одинаковые рукава, и абсолютно одинаково я вяжу окат. Сашенька, у меня вопрос по ВТО и швам. Можно сейчас ВТО спинки и переда сделать, или мы плечо и рукав будем до ВТО сшивать?
Да, кстати, девочки, вы сейчас это хорошая тема, Настя, спасибо. Вы сейчас, пока вы вяжете рукава, пока выходные, то все вы можете сделать ВТО переда и спинки. ВТО мы делаем до сшивания, но, до сшивания именно с помощью иглы, с ниткой. Плечо мы будем сшивать горизонтальным трикотажным швом, поэтому если вы сделаете ВТО после того, как мы сошьем плечо и обвяжем вырез, это тоже правильно. Самое важное не делать ВТО после того, как вы пришили рукава и сшили спинку вперед по бокам, боковые швы. Вот после этого нельзя делать ВТО, делаем до этого действия ВТО. Так, у меня конец изнаночного ряда, изнаночный ряд, конец, 2 вместе. Довязываю. Так, подождите, у меня тут рисунок. Снова подхватываю последнюю и предпоследнюю в последнюю вставляю. Переворачиваю, у меня начало лицевого. Тут я уже вяжу 2 вместе. Так что делайте ВТО. Кто уже связал спинку вперед, делайте. 2 вместе, тоже развернула я петли, чтобы связать за заднюю стенку, и провязываю лицевой. Дальше вяжу свой рисунок. Слежу, чтобы у меня не сбились переплетения, а то я пока рукав вязала, бывало, один раз ошиблась. Вот один раз ошиблась на спинке, когда вязала вот в этой косе, и все-таки сегодня в рукаве ошиблась. Пришлось немножко вот эту часть косички подраспустить. У меня после ВТО изменяется изделие, мне нужно его измерить, а я не могу. Да-да-да, ВТО делаем, делаем. Я тоже хочу сейчас на выходных, кстати, сделать ВТО рукавов, спинки, которую я связала, и начать вязать перед. Так. Я молчу, когда переплетаю, чтобы не сбиться со своей мысли. Так, все переплела, двигаемся дальше. Так, они же одинаковые рукава. В смысле, один рукав симметричен относительно центра. Да-да-да. Ну вот если ситуация с ромбом или какие-то косички, переплетение может быть в одну и во вторую сторону, тогда да, тогда можно один рукав в одну сторону, второй в другую. И при сшивании уже там посмотреть, решить, какой рукав куда, в какую сторону будет смотреть. Ну а если все в одну сторону будет смотреть, то тоже не беда, тоже нормально, это не ошибка. Так, у нас конец лицевого ряда. Здесь я переплету. Провяжу, 2 петельки оставлю. Лицевой ряд, конец. 2 вместе нужно провязать. То же самое. Так, вот так. Переворачиваем, и у нас изнаночный ряд начала. Так, изнаночный ряд начала. В начале 2 вместе. Здесь, как помните, мы повторяем пройму. Нам нужно, чтобы наши петли были такие же, как у основной части, у спинки и переда. Это я рукав показываю. Чтобы при сшивании у нас все очень красиво ложилось, чтобы у нас шов был аккуратный, чтобы деталь к детали, ну вот прям четко-четко сошлась. Совпало все это на шве и получилось красиво. Вот поэтому мы пройму здесь повторяем. Так, ВТО это обязательно стирать или можно утюгом. У меня в составе меринос, боюсь, не смогу распустить один ряд на плече. Сможете распустить 100%. Лучше все-таки не то чтобы стирать, у меня есть видео, кстати, на YouTube-канале, что такое ВТО. Намочить в теплой воде можно с каким-то моющим средством для шерсти, можно без, и высушить на горизонтальной поверхности. Не выжимайте, не жмакайте изделие, не выкручивайте. Просто тихонечко его отожмите и разложите на полотенце. Полотенце можно менять. Если вы видите, что полотенце уже мокрое, можно сухое подложить. Но паром, не знаю, все-таки лучше намочить, чтобы точно знать, что ваше изделие приняло такой вид, которым оно будет обладать в процессе носки. Так, дальше. Конец изнаночного ряда. Изнаночный ряд, конец. Здесь уже, видите, у меня ничего, никаких убавок, поэтому я просто кромочную провязываю. Переворачиваю. Лицевой ряд начала, 2 вместе.
Я расскажу еще про ВТО во время нашего интенсива. У нас будет, время об этом поговорить. Но если сейчас вы хотите сделать, что лучше заранее, тогда намочите просто в теплой воде и высушите. Вы же потом будете стирать свой свитерок в процессе носки. В любом случае, через какое-то время вам нужна будет стирка. Поэтому лучше, чтобы так, переплетение. Поэтому лучше сделать это заранее, чтобы потом не было никаких сюрпризов, что у вас свитерок растянется или, наоборот, сваляется. Это нужно все до сшивания сделать, чтобы, если что, потом что-то можно было откорректировать. Что-то где-то распустить или, наоборот, там, не знаю, довязать. Так. Видите, короче говоря, в начале ряда и в конце ряда я обращаюсь к таблице и смотрю, что мне нужно сделать. Вот и все. А так у меня, в принципе, сейчас голова отключена, то есть я слежу только за узорами, за убавками мне следить не надо, за этим следит моя таблица. Так, у меня тоже меринос. Распускается спокойно после ВТО. Да-да-да, меринос распускается после ВТО хорошо. Один рядок точно сможете распустить. Это не мохер. Мохер тяжелее, конечно. И то тоже возможно. Так, конец лицевого ряда. Так, лицевой ряд конец. Смотрю, ничего мне не нужно делать. Я пропускаю, вяжу изнаночную и кромочную провязываю. Переворачиваю. Так, у меня состав 50 на 50. Нормально, да. Если это бобинная пряжа, то нужно хорошенько постирать. Да, да-да-да, верно. Если бобинная пряжа, обязательно с моющим средством, обязательно руками хорошенько потрите, чтобы вся пропитка бобинной пряжи, она вымылась. Возможно, даже несколько раз придется стирать, и это тоже нормально. То есть, если вы увидите, что после первой стирки плоховато, жестковато, что-то где-то еще нитка такая, знаете, грубоватая, как воском покрытая, стирайте еще раз. Так, у меня начало изнаночного ряда. Изнаночный ряд начала, 2 вместе. Провязываю изнаночной. Лицевая и дальше вяжем. Я, честно говоря, тут не слежу, потому что в эфире я могу что-то напутать. Вот в эфире мне нужно следить, как у меня там все убавляется. Да, чтоб раскрылось. Насчет бобинной. Да-да-да, бобинную стираем именно конкретно, но не саму пряжу, а детали. И именно стираем до сшивания. Кто вяжет сейчас со мной, напишите там какой-нибудь смайлик или напишите слово "да" или "вяжу", чтоб я понимала, сколько нас таких, как я сейчас, тихонько вяжем. Так. Подхожу я к концу, у меня конец изнаночного ряда. Оставляю 2 петельки на всякий случай. Изнаночный ряд, конец. Ничего у меня не происходит, значит, вяжу 2 последние петельки. Переворачиваю. Что у меня здесь происходит? Давайте посмотрим. Вот у меня кромочная, изнаночная коса. Кромочная, изнаночная коса. Да, все нормально, значит, я все правильно вяжу. Лицевой ряд начала. 2 вместе в начале провязываю. О, да-да, ура, класс, пишут, девочки вяжут. О, Елена не вяжет. Елена, не надо вам вязать, вы сейчас свяжете и что-нибудь что-нибудь не понравится. 2 вместе, как вчера было, помните? Так, 2 вместе провязываю, дальше вяжу свою косичку. Я вяжу второй рукав, остальное ВТО сделала сегодня. Супер. А можно это сделать в стиральной машине на режиме шерсть? Можно, можно. Я, правда, ВТО не делала в стиральной машине. Мне как-то проще руками. Теплую водичку налил, немножко пожмакал в этой водичке, ну, чтобы оно пропиталось. Вот руками я вот так вот стараюсь как-то прижать. Потом сразу достал, и все нормально. В стиральной машине не пробовала, но стирала я много раз, на режиме шерсть, все отлично. У меня ни разу ничего не свалялось, хотя пряжа разная бывала и изделия разные, так что можно, я думаю. Главное именно режим, чтобы был
чтобы не было выше 30 градусов, а то потом можете валенок достать. Особенно если меринос. Полдня вязала, сейчас детей готовлю ко сну, поэтому я к вам набегами. О, здорово! Если вы вязали полдня, ну вот я тоже сегодня успела где-то часа 2,5 повязать. Это здорово, значит, работа идет, и это хорошо. Так, переплетаю косичку свою и сразу готовлюсь смотреть, что у меня там в конце. У меня сейчас лицевой ряд, и мне нужно посмотреть, что в конце лицевого ряда я делаю. Лицевой ряд, конец, ничего не делаю. Хорошо, ничего так ничего. Провязываю я кромочную, готово, переворачиваю. Привет, вяжу себе изумрудный твидовый кардиганчик, заканчиваю спинку. Приветик, ух тышка, как интересно. Изумрудный твидовый, еще и кардиган, здорово. Так, изнаночное начало. 2 вместе. Здорово, я прям захотела посмотреть. Жалко, что в "Инстаграме" до сих пор нельзя скидывать картинки, в комментарии, вот в прямом эфире. Мне кажется, было бы прикольно, если бы вы сразу кидали то, что вы сейчас делаете. Я бы хоть немножко видела, что по ту сторону экрана происходит, потому что я тут сама с собой и ваши только аватарки вижу и комментарии. А хочется знать немножко больше о вас, чем вы занимаетесь. Так, вяжу свой изнаночный ряд. Ну вот видите, мы уже подошли к вязанию второго блока. И здесь, честно говоря, уже все будет легче, потому что, убавок будет, ну, здесь во втором не больше, в третьем будет больше, и третий буквально за секунду вяжется. Вот сейчас мы второй блок довяжем, а третий мы свяжем, наверное, минут за 5. Так, подхожу я к концу, у меня конец изнаночного ряда. Смотрю, что мне надо делать. Изнаночный ряд конец, а ничего мне не надо делать. Хорошо, просто провязываю кромочную. Я сегодня уже трижды на работе подраспускала, битву экстрасенсов смотрела. Лена, вам, наверное, опасно что-то смотреть, слушать и вязать. Почему так происходит? Или наоборот, может, просто вы вяжете, потому что процесс нравится, и распустить — это такая ерунда. Это, кстати, хорошо. Для кого распустить — вообще не проблема. Лицевой ряд начала — ничего мы не делаем. То прибавку не там, то перекрест не сделала. Ужас. Здесь просто снимаем кромочную и вяжем наш рисунок. У меня косичка, я переплетаю косичку. Вот так периодически, как я делала, я смотрела, что у меня там в начале, что в конце, ряда. Вы тоже смотрите, у вас там должно быть синхронно все закрываться, потому что можно написать правильно все убавки, но в процессе, что у меня с горлом, в процессе вязания что-то не досмотреть и, ну, допустить ошибку, и все, и потом у вас что-то не сойдется в конце. То есть так чуть-чуть провязали, посмотрите, что у вас там в начале, в конце. Так будет, наверное, точнее. Я вяжу вперед горловину, узор распределяю. О, это интересно. Я люблю, честно говоря, вязать и окаты, и вырезы люблю вязать, потому что всегда вырисовывается что-то новое. Не просто прямо вверх вяжешь, а вяжешь уже с каким-то интересом. Ну, с большим интересом. С интересом не только провязывать петельки, но еще и с интересом рассматривать, как там формируется горловина. Так, последний у меня, последние петли, лицевой ряд, конец. Ничего не делаю. Значит, все провязываю. Переворачиваю. Я только от разницы температуры, только от разницы температуры зависит валяние или от оборотов тоже. Валяние зависит от нескольких факторов. Первая — температура, то есть если вы в кипятке постираете свой свитерок, он не сваляется у вас. Валяние зависит от нескольких факторов. Температура, если она будет выше 30, возможно, что сваляется. Второе — это мыло. Обязательно должен быть какой-то мыльный раствор.
И третье — это обороты. То есть, если вы просто положите в горячий кипяток, в мыльный раствор вашу вещь, то вряд ли с ней что-то случится. Если вы ее вот так пожамкаете, отожмете, то она, скорее всего, сваляется. Можно и без мыла это сделать. То есть, если вы в горячую воду закинете и пожамкаете, тоже может сваляться, но с мылом сваливается, ой, божечки, поправьте меня те, кто этим занимается, лучше. Вот я как бы не валяла никогда ничего, шарики только, чисто ради удовольствия. Из пряжи, из стопроцентной шерсти. Шарики классные получались. Просто вот мне в мыле под горячей водой было интересно, как это делается. Но достаточно сложно свалять вещь в машинке, но, к сожалению, многие все равно умудряются туда закинуть и, в итоге достать валенок. Так, я, кстати, тоже эксперименты делала насчет кипятка. Я закидывала маленькие образцы в кипяток, я прям кипятила на плите, чтобы кипяток все время поддерживала все время температуру. Ничего у меня не происходило, пряжа стопроцентная шерсть. Потом с мылом, под краном я немножко вот так вот пожамкала, и все, у меня уже кусочек этот свалялся. Ну, я тоже смотрела, как и что происходит, если добавить вещь в слишком горячую температуру. Изнаночный ряд начала. И мне нужно отметить, ничего не вяжем, никакие убавки. Вяжем просто по рисунку. Вы тоже можете поэкспериментировать, это интересно и вам будет как опыт. Свяжите маленький образец из стопроцентной шерсти и попробуйте его во всяких разных условиях подержать и посмотреть, что будет. Вот я это сделала и сама убедилась на своем опыте, что для валяния нужно три вещи: мыло, температура и отжим. Лена, привет, я вчера тоже 4 ряда распустила. Ой, а чего, Настя? Вяжу джемпер регланом сверху по вашим урокам. Классно, так приятно, что мои уроки старые используются. У нас уже, кстати, будет скоро миллион, или уже был миллион, я не помню, просмотров. Блин, так круто, конечно. Был, да? Был уже, Санек говорит, миллион просмотров на ютубе. Миллион раз посмотрели мои видео. Для меня это большое достижение. Я там не суперзвезда, но интересно, что меня так смотрят. Так, изнаночный ряд, конец. Ничего. Переворачиваю, теперь будет лицевой. Кардиганчик еще и с узором листья с косами вместе. О, ну я его вот сейчас уже представляю, честно говоря. В голове он у меня вырисовывался. Так, лицевой ряд начала, 2 вместе. Саша, первый раз участвую в вашем в интенсиве, так классно, есть идеи уже на следующий. Я вчера говорила про следующий, так, 2 вместе вяжем. Вчера говорила про следующий, не знаю, будет ли он, но если будет, то, наверное, весной. И, скорее всего, это будет свитер с кокеткой. Потому что просили. Просили как шапки, как когда меня выпросили тот интенсив сложный, который был очень для меня. Вот просят и эту кокетку. Пока я буду заниматься другими делами и немножко отдыхать от интенсивов. Прямые эфиры будут, конечно же. Я буду с вами общаться, что-нибудь будем придумывать. Так, что у меня здесь? Какой-то узел. Сейчас, что? Нужно его как-то тут... Ой-ой-ой. Ну вот, турки любят, знаете, немножко так еще добавить какого-нибудь интереса к вязанию, чтобы не только вязать, но еще и тут распутывать, мелкую моторику рук развивать. Потому что, наверное, думают, вот вязальщица сидит, вяжет, вяжет, ей так скучно, наверное, одно и то же. Давайте-ка узел ей сделаем, чтобы она его потом сидела, развязывала. Это же как хорошо, она отвлечется от вязания и немножко пальчиками поработает. А то, что она пальцами, ну, совсем при вязании не работает. Так, сейчас я его распутаю. Ну, не я ж этот узел сделала, правильно? Он был здесь. Так. О, ура, готово, я его победила.
Привет, Настюшка. Я вчера 10, сегодня то 5, то 8. Нельзя мне отвлекаться вообще, если только лицевая гладь. Лена, ну надо как-то уметь учиться делать несколько дел подряд. А то, блин, ну вязать и смотреть телевизор — это ж самое оно. Ну, какой-то сериал, там фильм интересный, аудиокнигу. То есть просто вязать и смотреть на руки скучновато. Я, наверное, так никогда не вяжу. Всё время что-то делаю параллельно. Так, тут я переплетаю. Здесь у меня лицевой ряд конец. Сейчас мы будем смотреть, что же дальше. Лицевой ряд конец. Ничего. Значит, просто провязываю. Переворачиваю. Не сваливается от разницы температуры между стиркой и полосканием. Мне обороты интересно, на машинке не регулируются, опасаюсь. У меня регулируются обороты на машинке, поэтому я так не задумывалась. От разницы температур, ну, у меня свалялось и без разницы температур. Просто в горячей водичке с мылом и пожамкать. Так, изнаночный ряд начала, 2 вместе. Вот видите, у меня уже косичка стала убавляться, и сейчас я буду думать, что мне с этой косичкой делать. Так, у меня муж носки так постирал, стали маленькие валенки. Ой, зато деткам, наверное, можно носить валеночки. Наверное, хорошенькие получились. У меня девочка в интенсиве, когда мы вязали шапки, она связала берет, специально там все просчитала, потому что она валянием занимается, она разбирается. Специально просчитала все размеры, закинула в машинку, берет этот сваляла, и у нее получился берет такой, знаете, не вязаный, а именно вот сваленный, шерстяной, теплый, красивый. Ой, как мне он понравился, я была в восторге. Вот девочка молодец, представляете, она спицами связала, а потом вот так вот его сваляла. Ну, это техника всем известна, но мне приятно было, что это в моем интенсиве проходило. Так, изнаночный ряд конец. Ничего. Переворачиваю. Давайте посмотрим, что у нас тут. Ну вот мы пройму с вами, наверное, связали. Сейчас будем вот этот полукруг формировать. Сашенька, как же мы без вас будем, если интенсивов не будет больше? Ну, я думаю, что будут, но я вчера говорила, что интенсивы занимают очень много времени, и я не успеваю свои другие дела сделать. Так, лицевой ряд начала, 2 вместе. Так, что у нас здесь? Здесь мы переплетаем 2, 2, поэтому тут мы продолжим переплетать эту сторону. Вот видите, у меня половинка косички уже отсутствует, она ушла в закрытие петель, но половинка осталась. И эту половинку я переплетаю, чтобы у меня здесь не было слишком плоского. Смотрите также, что происходит здесь, с этой стороны, чтобы у вас, вот мы, кстати, здесь сейчас, чтобы у вас все было одинаково. Если переплетение на одном рукаве, значит и на втором должно быть. Я вот всегда, когда вяжу второй рукав, я всегда держу первый рукав при себе. Сейчас, видите, опять эта центральная коса, я так молча ее вяжу, горло першит. Все, провязала, теперь можно отвлекаться. Саша, по шапкам есть видео на ютубе? Да, их там очень много, их там, по-моему, 20 с чем-то штук. Видео по разным шапкам мы вязали, кажется, 12 разных шапок. Что-то такое, я уже не помню, девочки, 12 или сколько мы их вязали. И там очень подробное видео есть. Ой, ужас. Горло запершило, лицевой ряд конец. Лицевой ряд конец, ничего. Так, тут нам не надо переплетать, здесь мы просто провязываем до конца. Переворачиваю. Ой, у меня Инстаграм перестал работать, поэтому так все отключилось.
Ну что, продолжаем. Вот у нас изнаночный ряд и изнаночный ряд начала. Я буду отмечать изнаночный ряд начала. Нам нужно провязать 2 вместе. Я провязываю, как всегда, изнаночной и дальше вяжу по рисунку, что у меня там происходит. Так, что у меня здесь? Все нормально. Здравствуйте, здравствуйте. Мы тут уже довязываем окат. Я надеюсь, что мы его довяжем. Мне Инстаграм позволит его довязать. Осталось тут вот капелька нам закругление небольшое сделать, и все, и мы закончили. Связали 2 рукавчика. Так. Приближаемся мы, пододвигаемся, как сказать правильно, к концу изнаночного ряда. Сейчас я посмотрю, что там у нас происходит в убавках. Так, оставлю несколько петелек, чтобы удобнее было держать. Итак, конец изнаночного ряда. 2 вместе. У нас, видите, начались постоянные убавки. Мы провязываем 2 вместе. Значит, изнаночную и оставляю 2 петельки, предпоследнюю вдеваю через последнюю, вот так. Переворачиваю, у нас лицевой ряд, начало лицевого ряда, мы должны убавить 2 петельки. Мы начинаем вязать третий последний блок. Точно так же разворачиваю их, чтобы удобно было вязать за заднюю стенку с наклоном влево. Развернула, немножко подтягиваю свою рабочую нить, чтобы ничего не было такого, знаете, слишком перетянутого, растянутого. И провязываю 1 и 2, растянутого, да. Дальше вяжу все по своему узору, продолжаю вязать все свои косички, так как должно быть. Так. Здесь мы переплетаем. Ну, вот я как говорила, последний блок мы свяжем минут за 5. Сейчас мы его быстренько и свяжем. Так, здесь. Ой, 1, 2, 3, 4. Так, тут тоже переплетаем. Вот, я вижу, что у меня здесь вот эта вот петелька. Давайте разберемся, что у меня такое. У меня здесь одна петелька провязана не целиком. Вот она, тут видно, у нее кусочек болтается. Сейчас я постараюсь ее поднять. Значит, мне, чтобы ее поднять, мне нужно распустить вот эту петельку и эту продеть через ту. Вот так. Раз, а теперь провязать ту, которую мы спустили. Вот, теперь все нормально, можно вязать дальше. Здесь я переплетаю. Дальше вяжу, и у меня конец уже лицевого ряда. Мне нужно посмотреть, какие убавки лицевой ряд, конец. 2 вместе мне нужно провязать в конце. Все делаю то же самое. Так, здесь у меня переплетение будет, правильно? С этой стороны, да, вот оно у меня последнее переплетение, его я сейчас и буду делать в этих косичках. Сначала сделаю переплетение, а потом последние 2 петельки убавлю. Как раз последняя, она в переплетении участвует. Вот я ее не довязываю, оставляю и вдеваю через кромочную. Переворачиваю. Здесь у меня начало изнаночного ряда, минус 2 петельки. Точно так же, как я делала в начале, я вяжу по 2 вместе. Как закрываем мы петли 1, вернула на спицу, чуть подтянула и 2. Дальше вяжу по рисунку все, что мне нужно.
Так, у меня тут леска мне мешает. Все, я довязала второй рукав и тоже сделала ВТО. О, Лена, супер. А, это Яна. У Лены фиолетовая аватарка и у Яны фиолетовая аватарка. Я так быстрым взглядом, если кину на монитор телефона, на экран телефона, то путаю иногда Яну и Лену. Круто, круто. Так, вот у нас изнаночный ряд, конец, 2 вместе. Точно так же вдеваю петельку в петельку, переворачиваю, лицевой ряд начала, уже 3 убавки, минус 3. Значит, так мы и будем делать. Нам, значит, нужно 3 петельки развернуть. Раз, два, 3 развернули и с кромочной вместе будем убавлять. Раз, провязали 3, 2 вместе, 2 провязали 2 вместе и 3 провязали 2 вместе. И дальше вяжем. Здесь у меня осталась одна лицевая от моей косички, я ее просто провязываю. А тут 2 изнаночные и вяжу дальше центральный свой узор. Так. Так, подождите, неправильно. У меня уже тут началось переплетение. Вот я его молча всегда провязываю, чтобы не сбиться. Так, вяжем дальше. По центру 4 петельки. Тут переплетаем. И 2 с краю. Так. Дальше вот это переплетаем мы дело. И в конце смотрим конец лицевого ряда у нас. Лицевой ряд, конец, 2 вместе. Точно так же кромочную цепляю правой спицей и левой спицей предпоследнюю петельку вдеваю через кромочную. Переворачиваю. У нас начало изнаночного ряда, убавляю 3 петельки. Все то же самое, что мы делали в конце, в начале лицевого ряда, делаем в начале изнаночного. 3. Раз, изнаночную провязали, вернули петельку. 2 вместе изнаночной провязали, вернули петельку. И 3 вместе изнаночной провязали. И дальше вяжем уже наш узор. Ну все, здесь нам совсем чуть-чуть осталось, последние шажочки. Так, конец изнаночного ряда, смотрю, изнаночный ряд, конец, 2 вместе. Так, переворачиваю. Начало лицевого ряда уже минус 4 петельки. Точно так же разворачиваю 4 петельки. Раз, два, 3, 4 и провязываю. Ниточку подтягиваю, провязываю лицевой. Раз, два, 3. Сейчас правильно подцепить надо. И 4. Смотрю на свой узор. Здесь у меня уже центральный узор закрылся. Я уже не могу переплетать, поэтому я просто провязываю все петельки лицевыми. И в конце лицевого ряда, видите, у нас тут уже петель совсем мало. В конце лицевого ряда, сейчас посмотрим. Лицевой ряд, конец, 2 вместе. Так, одну через другую. Переворачиваю. Начало изнаночного ряда тоже минус 4. Возвращаю кромочную, провязываю вместе с ней минус 4. Раз, два, 3, 4. Дальше вяжу уже по рисунку то, что у меня осталось. Осталось у меня уже совсем мало петелек. Там нам, по-моему, последний рядок, да, надо провязать, и все, и мы закончили. Так, в конце изнаночного ряда, я так понимаю, 2 вместе. Я уже это изучила,
Поэтому сразу провязываю и тут отмечаю 2 вместе. Дальше начало лицевого ряда снова -4. Снова переворачиваю и поворачиваю 4 петельки. Раз, 2, 3, 4. Провязываю. Раз, 2. Так, секундочку, секундочку. 2, 3, 4. Вяжу до конца. В конце у меня в конце лицевого ряда, лицевой ряд, конец, 2 вместе. Провязываю их, переворачиваю. Начало изнаночного ряда -4. Так, ну сейчас последние шаги, посмотрим, все ли правильно мы связали. Раз, 2, 3, 4 и в конце 2 вместе. Так, переворачиваю. У нас осталось 3 петельки на спице. Вот в конце 2 вместе я провязала. 3 петельки на спице. Помните, мы с вами вот здесь, когда вязали в конец лицевого ряда, мы с вами не провязали 2 вместе, которые вот были здесь. Мы дошли до конца и в конце просто провязали и повернули и начали вязать убавки в начале изнаночного ряда. Вот как раз вот это 2 вместе, вот этот недостающий кружочек у нас как раз и получился. Поэтому сейчас мы 2 вместе провяжем и ниточку протянем. Я эту первую снимаю петельку, а следующие 2 вот так 2 вместе провязываю, потому что это лицевой ряд конец. У нас осталось 2 петельки, мы можем их продеть через 2 оставшиеся, это наши 2 кромочные. Ниточку можем продеть через 2 оставшиеся кромочные. Как раз они у нас и должны остаться. Я чуть подтягиваю и еще раз делаю узелок. Вот так. Так, спицы можно убрать. Где у нас тут этот узелок получился? Вот так. То есть в конце четко должно остаться 2 петельки. В любом случае, неважно там, какие у вас расчеты, 2 кромочные всегда остаются. И ниточку здесь я оставляю подлиннее, потому что этой ниточкой я буду пришивать половинку оката к пройме. Подлиннее и отрезаю. Сейчас. Вот так. Отрезала и готово. Ниточку убираю. Вот ниточка длинная осталась. Готово. Вот мой второй окат. Он должен быть абсолютно таким же, как первый. Вы можете их рядышком положить, посмотреть, как они выглядят. Сейчас я ниточки вот так спрячу. Ну вот у нас получилось четко 2 оката. Они, по-моему, одинаковые, но они должны быть одинаковые. Раз и 2. Все, вроде все. У меня Инстаграм уже отключился, поэтому просто с вами вот так попрощаюсь. До понедельника. Пока. Вяжите свои окаты. Домашнее задание — скинуть фотографию оката. Вот так вот просто положить, сфотографировать и выслать мне. Все, всем пока.